Привет всем! Сегодня мы погружаемся в очень интересную тему Wuthering Waves. Это резонаторы. Но прежде чем мы разберемся, кто такие резонаторы, нам нужно посмотреть на мир, в котором они существуют. Solaris 3 целиком завязан на частотах и звуках. Все в этом мире состоит из вибрирующих частот. Но вот в чем фишка. После катастрофического события под названием «Плач» эти частоты начали разрушаться. И это не просто разрушение, это как будто фундамент реальности медленно теряет свою структуру. И когда частоты распадаются, они могут сливаться с другими частотами, образуя новые формы, новые паттерны и даже новых существ. И вот тут-то в дело вступают резонаторы. Они напрямую связаны с этой идеей слияния частот. Кто же такие резонаторы? По сути, это люди, обладающие способностью резонировать с определенными элементами окружающей среды и управлять их частотами. Давайте разберемся, как это работает. Резонатор – это обычный человек, который после катастрофы, известной как плач, и связанные с ей изменения в законах природы, в какой-то момент в своей жизни столкнулись с материей или информацией, частоты которых резонировали с ним. Этот процесс называется пробуждением. Пробуждение – это ключевой момент, который превращает обычного человека в резонатора, способного ощущать и воспринимать частоты на совершенно новом уровне. Что происходит дальше? Резонанс с частотами, в зависимости от их природы, дает резонатору уникальную силу. Эта сила называется форте, или просто способностью резонанса. По мнению экспертов, способности резонаторов часто зависят от их прошлого опыта и подсознательных переживаний. И вот еще одна фишка. Форте-резонатор состоит из множества невидимых волновых полос. Когда остаточные полосы соединяются в целую резонансную цепь, форте резонатора становится сильнее. Так что связь между пробуждением и частотами, с которыми резонирует человек, напрямую влияет на его способности. Интересный момент. Форте проявляется через метку Тосет, символ, который появляется в момент пробуждения. Мы пока не знаем точно, почему этот символ проявляется на конкретной части тела. Но есть вероятность, что это место связано с тем, где резонатор больше всего контактировал с внешними частотами в момент пробуждения. У каждого резонатора есть некий запас энергии, называемый высвобождаемая энергия резонанса. Она напрямую связана с его меткой Тосет. Когда эта энергия достигает максимума, это сигнал о том, что пора высвобождать свою... И в таком случае метка Тосет будет светиться. Например, у Кальчара его форте позволяет ему частично превращаться в Тосета Дискорд. Мы даже можем заметить у него на груди ядро Тосет, что является отличительной чертой гуманоидных Тосетов Раздора. Ну, Раздора или Дискорд. Итак, давайте поговорим о шаблоне спектра резонанса и о том, как он влияет на способности резонаторов. Форте резонатора проявляется через атрибуты, и их определяет то, что ученые называют шаблоном спектра резонанса. Этот спектр – это уникальный набор волн, который характеризует частоты конкретного резонатора. Как я уже говорил, после плача естественные законы изменились, и все свелось к вибрационным частотам. Но каждая частота уникальна. В зависимости от того, как она вибрирует и с чем контактирует в течение своего жизненного цикла, она распадается на уникальные формы. Во время пробуждения резонатор начинает резонировать с этими частотами, создавая новый уникальный шаблон. Это и есть тот самый шаблон спектра резонанса, о котором так много говорят ученые. Теперь давайте взглянем на реальные примеры того, как это работает на практике. Вот несколько примеров из отчетов исследований разных резонаторов. Шаблон спектра резонанса Янь-Ян показывает более 20% сходства с частотами воздушного потока и мелких птиц. Несмотря на сильную реакцию синтонии или гармонии, шаблон также имеет более 55% сходства с несколькими другими образцами, что указывает на возможные множественные или загрязняющие причины пробуждения. Шаблон спектра резонанса Мартефи демонстрирует сильное сходство с драконьими частотами. Однако этот вид официально объявлен вымершим. В связи с отсутствием живых представителей драконьего рода, подтвердить причину пробуждения Мартефи на основе синтонии невозможно. Шаблоны спектра Санхуа идентичны колебаниям снежной частоты.
Результаты, касающиеся спектра резонанса вокруг ее зрачков, также идентичны интервалам частоты известных тассетов раздора. Тесты показывают сильные гармонические отклики, но причина пробуждения Санхуа остается неясной. И раз уж мы упомянули Кальчара, когда говорили о Форте, я также хочу привести пример из его отчета исследования. Точную причину пробуждения резонатора Кальчара определить невозможно, так как его шаблон спектра не совпадает ни с одним из известных образцов. Однако, есть один шаблон спектра, который мы, кажется, упустили из виду, или скорее не решались рассматривать этот вариант. Да, это спектр тассетов раздора. Этот пример наглядно показывает, что пробуждение резонатора полностью определяет его будущее, радикально изменяя его природу. Теперь поговорим о том, как ученые классифицируют резонаторов с помощью кривой Рабль. Кривая Рабль — это, по сути, график колебания частот резонаторов и их изменения со временем. Она помогает ученым определить, к какому типу резонаторов принадлежит тот или иной человек. Вот один из примеров. Неконвергентная кривая Рабль у резонатора Байджи показывает постепенное повышение на начальном этапе, а затем резкий подъем в средней части. Результаты тестов классифицируют Байджи как мутировавшего резонатора с периодом спячки. Существует три основных категории: естественные, мутировавшие и врожденные резонаторы. Естественные резонаторы — это те, кто развивает свои способности благодаря пробуждению, которое наступает естественным образом со временем. Они не рождаются с этими силами. Их кривая Рабль неконвергентная, с постепенным и стабильным подъемом. Пример естественных резонаторов — это Кальчара, Дзянсинь, Линьян. У меня его нету, правда. Ну, этот мальчик Тигр, Лев или кто он там такой. Тао Ци, Янь-Ян, Ян-Ву и Чан-Ли. Где тут она? Вот она. И Чан-Ли. Мутировавшие резонаторы. Эти резонаторы развивают пробуждение и свои силы в ответ на мощный и личный стимул в какой-то момент своей жизни. Их кривая Рабль неконвергентная, с резким подъемом в средней части графика. Это Байджи, Чисия, Данджи, Цзиянь, Мартефи и Санхуа. Мартефи и Санхуа. И последний вид — это врожденные резонаторы. Эти люди, которые рождаются с предрасположенностью к пробуждению и проявляют свои способности в раннем возрасте, их кривая Рабль неконвергентная, с периодической волнообразной формой. Это Альта Энкор. Энкор у меня, правда, нету. Это вот Альта. Энкор, как я уже говорил, у меня ее нету. Верина. Верина у меня есть, вот она. Верина. Инлинь у меня тоже нету. И Джинси. Вот она, Джинси. Итак, когда ученые изучают кривую Рабль, они могут предсказать, как резонатор развил свои способности, и даже выявить различия в типах пробуждения. Это важный инструмент, который помогает понять, откуда берется их сила и как они будут ее развивать. Теперь давайте поговорим о перегрузке, или же оверклокинг, и о том, как это может повлиять на резонаторов. Ученые могут не только предсказать способности резонаторов с помощью графика колебания Рабль, но и определить риск перегрузки. Что такое перегрузка? Когда ментальные способности резонатора перегружаются, он может потерять контроль над своей форте, что вызывает избыток энергии резонанса.
Это явление ученые называют перегрузкой. Чтобы лучше предсказать возможности риска перегрузки, был разработан целый процесс диагностики. То есть, по сути, то, что... Помните, когда у нас было сражение с Шрамом, со Скаром? Он переходил во вторую фазу, когда он превращался, по сути, в Тассета Раздора. Вот это и есть перегрузка. Только тут самое интересное в том, что, получается, он сам вызвал эту перегрузку. Во время медицинского осмотра, который Байджи провела у ровера, она сказала, что график его колебаний показывает невероятную стабильность, превосходящую всех резонаторов, которых она встречала. Риск перегрузки минимален, по крайней мере, пока об этом можно не беспокоиться. На данный момент только Яньян, Мартефи и Санхуа официально зарегистрированы случаи перегрузки. Давайте посмотрим на них и изучим изменения, которые это привнесло. Начнем с Яньян. Вот она. Во время одного из событий резонатор Яньян пережила эмоциональный срыв и временно потеряла контроль над своей форте. К счастью, никто не пострадал. Хотя у нее было несколько эпизодов комы из-за переизбытка стимуляции, позднейшие обследования показали, что ее усиленное восприятие наносило вред ее телу через форты. Последствия стабилизировались, но перьевидные изменения на концах ее волос остались навсегда. Следующий Мартефи. Во время перегрузки красноватые кристаллические чешуйки на груди Мартефи начинают расширяться. Покрывая все большую часть его кожи. Эта трансформация сопровождается повышением температуры тела и мощными частотными колебаниями. Примечательно, что за его спиной проявляется огненный образ, напоминающий дракона. Санхуа. Диагностика показала, что эрозия частот тассетов раздора влияет на восприятие Санхуа, вызывая сильные колебания частоты и вспышки частотной энергии. Последствия перегрузки проявились в увеличении зоны эрозии и изменении цвета левого зрачка с серого на красный. Каждый резонатор имеет два типа отчетов. Оценочный отчет по резонансу и диагностический отчет по перегрузке, который включает все эти данные, о которых я вам рассказал. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы или советы, оставляйте их в комментариях. Я все читаю, на все отвечаю. Поставьте лайк этому видео. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь. Посмотрите другие видео на моем канале. И еще будет такое как бы пожелание. Я особо в физике не разбираюсь. Если вдруг кто-то есть, кто разбирается в физике, а именно в частотах, в этих волнах частотах, и кто знает, что такое это вот это рабль, вот это колебание вот этих частот рабль, и может рассказать, пожалуйста, в комментариях напишите, оставьте. Или кто знает, где можно почитать про вот это вот, именно про этого рабля, частоты эти рабля.